Всем привет! В этом видео я хочу рассказать вам, как мы с другом прожили ровно полгода на острове Шри-Ланка. Мы прилетели на самолете в аэропорт неподалеку от города Коломбо, откуда на поезде доехали до города Хикадува. Именно там мы и решили остаться. За все время нам удалось побывать во многих интересных местах этого удивительного острова. Кстати, отдельное видео про это, снятое на квадрокоптер, вы также можете посмотреть на моем YouTube-канале, а те, кому в целом интересна тема путешествий, могут поставить лайки моим видео, а еще вы можете подписаться на мой канал, чтобы получать от меня новые видеоролики. Путешествие по острову заняло у нас около 3 недель, а все остальные дни проходили у нас более-менее одинаково, и сейчас я расскажу и покажу вам, как это было. Отель, в котором мы жили, представлял из себя маленькую виллу с несколькими номерами, кухней, столовой, просторным крыльцом и небольшой территорией в виде парковки с маленьким садом и огородом на заднем дворе. Каждое утро приходила работница Чинта и наводила везде порядок. Мы просыпались обычно где-то в 10 утра и после стандартных утренних процедур выходили на зарядку в наш сад. В отеле можно было заказать покушать, и пока мы делали упражнения, Чинта готовила для нас завтрак, но и самим на этой кухне можно было тоже готовить. В основном на завтрак мы ели яичницу или овсяную кашу с горой фруктов, тосты с маслом и джемом, пили чай или кофе с молоком. Все это было невероятно вкусно, а по окончанию утренней трапезы мы отправлялись купаться. Дорога из нашего отеля до ближайшего пляжа составляла буквально 3-4 минуты пешком. Немного размявшись при ходьбе, мы попадали на городской пляж. Все приезжие в первые дни своего отдыха с огромным удовольствием брязгались в воде на этом пляже, не подозревая о том, что рядом 2 раза в месяц сливаются сточные воды прямо в океан, из-за чего вокруг стояло ужасное вонища, не говоря уже о самой воде для купания. А по ночам кто-то пытался рыть канавы, чтобы избавиться от стоков, пока особо никто не видит. Но мы это увидели, и поэтому стали ходить на другие пляжи, пусть и немного дальше, но зато они были чище и имели больше развлечений. Мы брали с собой из отеля плавательные маски, и все обеденное время купались в приятном теплом океане. Морские черепахи являются городской достопримечательностью, их можно тихонечко гладить, но хватать и перетаскивать строго запрещено. К тому же они могут вас просто-напросто укусить своим острым клювом, если им что-то не понравится. Еще их можно покормить такими вот водорослями, которые продаются здесь же рядом у местных мужичков. От самого севера острова вдоль западного побережья проходит железная дорога, которая идет до южных городов. По ней мы возвращались домой, приветствуя проходящие мимо поезда. По пути нам могли встретиться представители местной фауны. Часто здесь можно было встретить варанов, порой даже очень больших, как, например, этот. Они довольно пугливые, но близко к ним подходить все же нежелательно. Еще тут много павлинов, постоянно убегающие мангусты и веселые обезьяны, которые прыгали по деревьям, проводам и крышам домов. Днем часто шел дождь. Это было идеальное время для работы за компьютером. А когда сидеть становилось утомительно, можно было размяться или сделать упражнения. Мы часто ходили любоваться закатом и совмещали приятное с полезным, тренируясь катанию на серфинге. Инструктора мы не брали и старались встать на доску самостоятельно, что получалось далеко не сразу.
Но спустя некоторое время приобретаешь опыт, и все получается. Управляющий нашего отеля, дядя Вонг, стал нашим другом. С ним мы ездили закупаться фруктами на развалах в глубине острова. Движение по деревенским улочкам спокойное, но на больших дорогах надо быть очень осторожным и внимательным. Спустя время мы нашли для себя подходящие места, в которых закупались по низким ценам. В самом городе также есть фруктовые лавки с большим ассортиментом, но и цены тут выше. А по воскресеньям открывался большой овощной рынок, на котором тоже можно было выгодно закупиться. Помимо этого, здесь продавалась сушеная рыба, из которой местные что-то варили. И, конечно, был рынок со свежими морепродуктами. Закупившись всем необходимым, мы могли приготовить себе покушать на нашей летней кухне. В общем, готовим сегодня невероятное блюдо. Но иногда что-то шло не так. И мы просили дядю Вонга приготовить нам ужин, так как у него вкусно получалась китайская кухня, в которую мы сразу же влюбились. А когда в отель приезжало много жильцов, мы устраивали целые совместные застолья и знакомились со многими людьми из разных стран. Мы часто ходили в гости к друзьям, с которыми познакомились здесь же на острове. Устраивали вечеринки у бассейна и здорово проводили время друг у друга. А для любителей ночной жизни здесь проводились дискотеки с костром прямо на пляже возле океана. Вот так мы и прожили полгода на Шри-Ланке, и нам там очень понравилось. Конечно же, еще много всего интересного происходило за это время, но обо всем просто нереально рассказать в одном видео. Так что мы желаем вам самим лично побывать там и узнать поближе этот сказочный мир. Благодарим всех за просмотр. До новых встреч!